Привет! По всей видимости, вдохновившись успехом Nothing, компания AceFast решила выпустить свои полупрозрачные беспроводные наушники. Только вот их новая модель Crystal T8, кроме концепции прозрачного пластика, ничего больше не повторяет. Тут напротив, по части дизайна производитель пошел немного дальше и одарил свой новый продукт максимально возможным футуристичным и необычным дизайном в духе Cyberpunk. Светящаяся подсветка индикации заряда, нестандартная укладка наушников в торцы корпуса кейса и, по заверению все того же производителя, необычное 3D-звучание, которое достигается с применением двойных динамических драйверов вкупе с каким-то неизвестным доселе чипом Hanks One 2600. Все это, разумеется, выглядит многообещающе, ну а как же дела здесь обстоят на самом деле, я сейчас расскажу. В силу того, что наушники получились довольно необычными, то их комплект поставки решили немного разнообразить. Помимо самого кейса с наушниками, о которых речь пойдет чуть позже, в фирменную коробку положили оригинальный силиконовый чехол с ремешком, кабель для зарядки и, разумеется, комплект сменных амбушюр. Последние, к слову сказать, имеют даже свой собственный прозрачный кейс для хранения, чего лично я в беспроводных наушниках пока ни разу не встречал. За комплектный чехол хотелось бы сказать отдельное спасибо, ведь как мы все прекрасно знаем, судя по опыту с Nothing Air 1, прозрачный пластик неизбежно собирает царапины даже от воздуха. Сам же чехол, в свою очередь, садится на корпус плотно и подогнан очень хорошо. Доставать наушники он практически не мешает, но для этого все же надо дать себе время немного привыкнуть. К слову сказать, сопряжение со смартфоном как при первичном, так и во всех последующих случаях происходит по изъятию наушников из кейса, что собственно не мудрено, ведь крышки здесь нет. За связь и передачу данных отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. На передней стороне зарядного кейса встроен монохромный светящийся индикатор уровня заряда. Здесь в процентах большими цифрами отображается остаток его АКБ, общая емкость которого составляет 480 мАч. Помимо всего прочего, сверху над этими цифрами расположены четырехточечные индикаторы заряда самих наушников с маркировкой левого и правого. В каждой из них установлен аккум на 45 мАч. И вот такая подача информации очень удобна, особенно в темных локациях. Да, к сожалению, для данной модели никакого фирменного приложения нет, так что такой подход к индикации многим покажется полезным. В продаже имеется несколько цветов на выбор. В моем случае это некая вариация на тему зеленого. Помимо подсветки самого индикатора, в корпусе имеется и пульсирующий диод для освещения внутренностей. Через прозрачную крышку можно лицезреть почти все имеющиеся элементы, установленные на плате. Выглядит это дело красиво и в первое время довольно залипательно. Сами же наушники смотрятся не менее интересно. Под прозрачным корпусом можно разглядеть установленные динамики, 3 микрофона и часть платы с контактной базой. Собрано все очень качественно и тактильно приятно. Звуководы прикрыты металлическими сетками и имеют выступы для крепления комплектных насадок. Лично мне менять амбушюры на сторонние не пришлось. Самый большой размер из набора мне прекрасно подошел. Несмотря на немного необычную форму, наушники сидят в ушах удобно. Нигде не давят и не доставляют дискомфорта даже при длительном использовании. Сенсорные области для управления функциями можно также лицезреть сквозь прозрачное покрытие. Как я уже успел отметить ранее, фирменного приложения для данной модели нет, оттого все имеющиеся функции зашиты здесь на постоянку. Но справедливости ради, жесты распределили весьма удобно. По крайней мере, я бы скорее всего менять ничего не стал. Двойной тап во время воспроизведения музыки отвечает за плей-паузу, тройной на правом и левом за переключение треков вперед и назад соответственно, а одинарное касание позволит регулировать громкость в плюс или минус. По удержанию пальца на сенсоре правого наушника в течение пары секунд можно переключаться между игровым и музыкальным режимами, а тоже действие по левому позволит вызвать голосового ассистента. Что же касается непосредственно звучания, уж не знаю, правильно ли я понял эту 3D настройку, но играют наушники действительно не как обычные. Бас здесь имеется в наличии, но его добавили без избытка. Низкие частоты своим напором не давят, а выступают неким дополнением к общей частотной картине. Наушники определенно не басхедные, но ощущение дополнительного объема не покидает. Здесь больший акцент приходится на среднечастотную составляющую. Вокальные партии и сопутствующие инструменты регистра выделяются в композициях сильнее остальных, за счет чего и создается эффект пространственности и некой воздушности при проигрывании музыки. Причем абсолютно неважно, какой жанр ты запускаешь из плеера, но в большей степени это чувствуется в электронике. Каши из частот не происходит, верхушки четкие, акцентные, но при этом в мозг не врезаются.
Если говорить в целом, то наушники звучат бодро, и позволю себе повториться, немного необычно. Здесь нет того эффекта пространственного аудио, что производители стали добавлять в последнее время как дополнительную опцию, но определенная особенность в восприятии звучания появляется буквально с первых минут прослушивания. Возможно, здесь всему виной сдвоенный динамический драйвер с диафрагмами на 10 и 6 мм, что вкупе выдают такой необычный звук, ведь как такового кодека высокой четкости в модели не заявлено. Нам предлагают весьма стандартный набор из AAC и SBC. При всем при этом запас по громкости в наушниках имеется, тихими их назвать довольно сложно. Свой тест автономности я проводил на 100% уровне на кодеке AAC, и мой результат составил 4 часа и 28 минут, что в целом неплохо, но бывали модели и повыносливее. Тем не менее, для самих наушников здесь предусмотрена функция быстрой зарядки. 10 минут в кейсе обеспечит до 2 часов дополнительного проигрывания музыки. Как я уже успел отметить в разделе, посвященном управлению, наушники имеют два режима работы – музыкальный и игровой. И вот что касается последнего, то он действительно делает задержку в играх меньше. По моим замерам она выходит в интервале от 120 до 200 миллисекунд, что является уже неким стандартом в последнее время. Ну и вроде бы все, что хотел рассказать по данным наушникам, я уже озвучил. Мультипоинта, датчиков автопаузы, фильтров активного шумоподавления и прозрачности в данной модели нет, оттого здесь нет про них ни слова. Ну а прямо сейчас я предлагаю послушать тест работы встроенных микрофонов, который мне получилось записать, но уже после сделать какие-то выводы. Ну что ж, друзья, пришла пора протестировать микрофоны в наушниках AceFast T8. Вот таким вот образом они звучат на улице. Я сейчас конкретно нахожусь на станции Яуза, в принципе, на железнодорожной станции. Рядом у меня здесь электричка, вот она только приехала, отъезжает, то есть здесь довольно шумно. Я на мосту еще нахожусь, периодически задувает ветерочек, не знаю, слышно будет его или нет, но тем не менее, вот в таких условиях эксплуатации можно примерно прикинуть, как отрабатывают микрофоны в данной модели. Итак, у нас тест микрофонов в наушниках AceFast T8, электричка подъехала, довольно шумно на платформе, ну и вот примерно так в таких условиях отрабатывают микрофоны в данной модели. И примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре по телефону. Друзья, ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках AceFast T8. Таким вот образом они звучат в закрытой машине. Это у меня классический тест, который проходит все наушники. Ну и, собственно, по традиции я открываю окна с двух сторон. Вот таким вот образом. Дорога не очень ровная, но тем не менее на полном ходу 60 км в час у меня скорость. Задувает порывами в окна ветер, и примерно как-то так отрабатывают в этих наушниках микрофоны. Друзья, ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках AceFast Crystal T8. Здесь помещение не подготовленное, собственно, это кухня. Здесь есть от стен реверберация, ну и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник вот в таких вот домашних условиях обстановки, то есть когда ты будешь разговаривать с ним по телефону, используя данную гарнитуру для телефонных разговоров, ну, находясь вот где-то в квартире у себя или где-то в доме. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, могу сказать, что с точки зрения необычной подачи звучания и удобства наушники получились интересными. Сидят они удобно, микрофон хороший, звучат необычно. Также здесь имеется полноценное управление всеми функциями плеера. Однако отсутствие дополнительных опций в виде ANC, датчиков автопаузы или мультипоинта на пару устройств кого-то может огорчить, особенно учитывая цену, ведь на сегодняшний день хорошо звучать для TVS уже недостаточно. Тем не менее, окончательный выбор делать уже вам на основе всего изложенного. Я же в свою очередь рассказал, как здесь обстоят дела по факту. Спасибо за просмотр, лайк, подписка по желанию и до новых встреч. Пока-пока.